Ну что, друзья, Новый год к нам мчится, и сейчас самое время узнать, на каких же сферах жизни будет сделан главный акцент в наступающем году, и какие же сюрпризы будет подкидывать жизнь каждому из вас. В этом видео мы с вами будем разбирать годовой прогноз для восходящих весов. Друзья, это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! И прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу пояснить, что я ведический астролог. И, соответственно, положение планет, которое я рассматриваю в гороскопе, полностью соответствует положению планет на небе, если вы будете смотреть в телескоп. И разбор гороскопа делается у нас для восходящих знаков, потому что именно так мы с вами устанавливаем факт того-либо иного события в жизни. Не для солнечных знаков мы смотрим прогноз, не для лунных знаков мы смотрим прогноз, а именно для восходящих знаков. Ну, конечно, если вы хотите получить максимально правдоподобный прогноз для себя. И у меня на канале есть инструкция, как построить свой гороскоп именно в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак, а точнее асцендент, как мы называем его другими словами. Ссылка на это видео размещена в описании под этим видео, поэтому не поленитесь, пожалуйста, и постройте свои гороскопы, узнайте свой восходящий знак. Есть еще один момент. Прогноз на год в этом видео я буду делать по технике транзитов планет. То есть планеты на небе у нас постоянно двигаются, постоянно перемещаются в новые для себя знаки. И, соответственно, по их движению мы тоже можем сделать выводы и установить факт того-либо иного события в вашей жизни. А план видео у нас с вами следующий. И сначала мы с вами рассмотрим транзиты наших самых больших планет. Это Сатурна, Юпитера, Раху и Кету, потому что именно они закладывают самый мощный событийный ряд в нашей жизни. И как раз таки вот они все именно в 2025 году практически одновременно меняют свои знаки зодиака. Поэтому однозначно жизнь каждого из нас примет новый вектор, да, и новое движение. И также мы в этом видео посмотрим с вами, какие планеты и когда у нас будут ретроградными, что же от них стоит ожидать, какие уроки они хотят нам преподать. Затем мы с вами обсудим коридоры затмений, то есть это периоды, когда надо быть максимально аккуратными и ничего не планировать в это время. И напоследок мы с вами сделаем обзор по датам ключевых сфер жизни, наиболее запрашиваемых на консультациях. Это карьера, финансы, личная жизнь, здоровье. И, конечно же, посмотрим с вами такие более мелкие, детализированные периоды, когда стоит и соломки подстелить, и держать руку на пульсе, а когда стоит приложить максимум усилий, чтобы получить наилучшие и максимально благоприятные результаты. Ну и что, давайте приступим к разбору. Восходящие весы. Появляется отображение вашего гороскопа с положением медленных планет, их аспекты. И сейчас мы по порядочку все будем с вами расшифровывать. И начнем мы с вами с анализа Сатурна, потому что на протяжении всего 2024 года и до 29 марта 2025 года Сатурн находится в вашем 5-м доме гороскопа. И, собственно, одной из тем 5-го дома, конечно же, является сфера творчества, создания каких-то своих интеллектуальных или образовательных проектов. Кто-то из вас, например, может захотеть и посетить мастер-класс либо по живописи, либо по лепке, посещать какие-то выставки, концерты, театры. Для тех, кто же предпочитает более современные форматы, Сатурн, конечно же, в Водолее дает зеленый свет на онлайн-творчество, например, видеомонтаж, цифровой дизайн, разработка каких-то макетов. Кто-то может проявляться больше в литературном плане, например, писать книгу, писать какой-то свой роман, вести блог, например, и так далее. Причем, собственно, для реализации задуманного вы также можете использовать искусственный интеллект, либо какие-то технологии, инновации. И если вы этого еще не начали делать в 2024 году, то смело можете делать в первом квартале 2025 года. Но не обязательно ваш проект будет связан каким-то образом с искусством. То есть это может быть интеллектуальная деятельность, например, когда вы открываете свой бизнес, становитесь предпринимателем в рамках какой-то деятельности, и, соответственно, с головой вы можете уйти в свой проект и, скажем так, в развитие своего детища.
Однако не думайте, что Сатурн все-таки принесет вам благоприятные результаты просто быстро и на блюдечке с голубой каемочкой. То есть его задача все-таки состоит в том, чтобы научить вас подходить к делу, ну прям со всей серьезностью и вот качественно выстраивать фундамент. Поэтому все-таки для достижения успеха вам придется достаточно кропотливо поработать, вложить свою душу, вложить свое время, усилия. Не все будет у вас получаться прямо с первого раза, и все-таки какие-то процессы, они могут затягиваться. Но это на самом деле не для того, чтобы вот как-то вам насолить, да, и как-то наперчить, а просто для того, чтобы вы сделали все качественно, все основательно, продуманно, без суеты. И важно все-таки помнить, что Сатурн очень любит правду, ценит честность, прозрачность, поэтому любые проекты и начинания, конечно же, должны быть легализованы и осуществляться в рамках законов. И будьте готовы к тому, что вот оформление документов, регистрация бизнеса тоже могут занять немножко больше времени, чем вы на то планировали. Либо будут выпускаться какие-то новые нормы, правила, которые вам придется соблюдать, ну и вносить какие-то корректировки в свою деятельность. Для некоторых весов этот транзит уже дал пополнение в семье, либо это пополнение наступит в первом квартале 2025 года. И если у вас беременность еще не наступила, то, конечно же, у вас есть еще все шансы. А если у вас уже есть дети, то будьте готовы, конечно же, взять на себя больше ответственности за их воспитание, уделять им больше своего времени. То есть это могут быть даже какие-то совместные образовательные мероприятия, кружки, курсы, все, что помогает ребенку расти и развиваться. И также пятый дом — это еще сфера обучения. И если вы давно мечтали прокачать какие-то свои навыки, освоить что-то новое, сейчас, конечно же, то же самое время. Кто-то будет посещать какие-то курсы, например, курсы по интересам для развития своего хобби, кто-то курсы повышения квалификации, кто-то откроет для себя абсолютно новые направления для изучения в целом. И вообще вот этих обучающих курсов и программ в вашей жизни может быть очень много. А может быть, кто-то из вас решит пойти дальше и вообще сам станет преподавателем и может записать свой собственный обучающий курс. Кто-то может поехать, например, на стажировку по обмену в другой университет и так далее. И, конечно, пятый дом — это еще у нас сфера романтики, любви, наслаждений. Но к выбору партнеров вы, конечно, будете подходить ответственно, с холодной головой и с таким даже строгим расчетом. То есть просто ходить на свидания или либо посещать какие-то увеселительные мероприятия ради галочки, без каких-то серьезных перспектив на отношения вы не будете. Ну и в целом стоит отметить, что такие мероприятия могут показаться вам даже пустой тратой времени. И вы начинаете оценивать каждого нового человека, который приходит в вашу жизнь, опять же, с точки зрения серьезности его намерений и вот совместного будущего, будь то создание семьи или какое-то деловое долгосрочное сотрудничество. И также Сатурн нацелен только на качественные отношения. Поэтому партнер, который может войти в вашу жизнь в этот период, вероятнее всего окажется таким вот зрелым, мудрым, серьезным человеком. Возможно, он будет старше вас, или даже каким-то немногословным, или обладающий высоким статусом в обществе. Это будет не тот, кто разбрасывается обещаниями направо и налево. То есть он всегда подкрепляет свои словами делами. Для тех, кто уже состоит в браке, Сатурн может устроить, скажем так, проверку на прочность ваших отношений. То есть возможны ситуации, когда вы почувствуете какой-то холодок в отношениях, либо временную отдаленность от партнера. Может быть, кто-то из вас уйдет с головой в свою работу, в какую-то деятельность, будет погружен просто в свои какие-то заботы. И это время заставит задуматься, насколько вы готовы вообще поддерживать друг друга, особенно в сложные моменты вашей жизни, и что в целом стоит за вашими чувствами. Эти же уроки распространяются в том числе и на деловое партнерство. И у кого-то может появиться вот человек с каким-то даже серьезным предложением о совместном сотрудничестве, которое вполне возможно откроет и для вас новые горизонты. Но если у вас уже есть партнер,
то Сатурн может тоже создавать такие вот обстоятельства, которые будут выявлять слабые места в вашем сотрудничестве. И если ваше партнерство не выдерживает вот этих испытаний, то, конечно же, ваши отношения закончатся, ну и как результат вы разбежитесь. Также Сатурн в вашем гороскопе аспектирует 11-й дом гороскопа. То есть это, по сути, у нас еще одно указание, что в вашем окружении могут появиться какие-то высокопоставленные, серьезные люди, которые могут оказать вам свою поддержку, причем как материального, так и нематериального характера. И в какой-то степени круг вашего общения в этот период, он немножечко сужается. То есть времени на друзей, близких становится меньше. Встречаться с ними, общаться как-то с ними вы тоже будете меньше. И, возможно, только в целом даже как-то по праздникам поздравлять с днем рождения и так далее. То же самое касается общения с вашими братьями и сестрами, которая может свестись к редким звонкам. И 11-й дом — это у нас еще также сфера предпринимательства. И кто-то из вас может открыть собственное дело, найти дополнительный источник заработка. К тому же Сатурн все-таки аспектирует у нас не только 11-й дом, но и 2-й дом гороскопа. И это 2 дома денег. И первоначально Сатурн даже может как-то ограничивать ваши финансовые поступления, и будет складываться такое ощущение, что вы как будто получаете либо меньше, чем того заслуживаете, либо вы сами себе можете как-то ставить, низкий прайс на свои услуги, либо на товары, которые вы продаете. Но Сатурн однозначно вас заставит пересмотреть свою финансовую стратегию, которой вы придерживаетесь, и навести там порядок. То есть навести порядок в финансах, изучить финансовую грамотность, завести какие-то вот приложения либо таблицы, которые будут помогать вам качественно управлять вашими доходами и расходами. И также Сатурн может поднимать вопросы касательно вашей родительской семьи, и кто-то из вас может меньше времени уделять своим родителям, каким-то родственникам, кто-то наоборот, например, раньше не уделял родителям внимания и может вообще вы не общались, и этот период способствует тому, чтобы вы заново возобновили свое общение. И так же, как управитель 4-го дома, Сатурн все-таки указывает, что вот вашей матери может сопутствовать удача, либо успех в ее начинаниях, либо ваша мама может оказывать вам какую-то значительную помощь, поддержку в каких-то вот ваших делах, давать вам советы, либо принимать участие в каких-то ваших проектах. Также вы можете проявлять интерес к теме недвижимости. Да, и вот кто-то, например, задумается об инвестиции в недвижимость, о покупке квартиры, дома, об устройстве этой недвижимости, сделает ремонт дома, а кто-то из вас может приобрести автомобиль. Да? То есть вот у каждого из весов это будут свои качели, скажем так. Затем с 29 марта 2025 года по 2 июня 2027 года Сатурн будет находиться уже в 6-м доме вашего гороскопа. С одной стороны, это хорошее положение для Сатурна, да, потому что Сатурн у нас все-таки планета дисциплины, повышенной трудоспособности, и 6-й дом сам по себе у нас символизирует именно такой тяжелый, рутинный, повседневный труд. И Сатурн, он словно мудрый, но строгий учитель, потребует от вас полной отдачи. Вам придется трудиться, по сути, как пчелка, методично, сосредоточенно и терпеливо оттачивая свое мастерство. И да, работы в этот период будет много. Рутина, которая будет вокруг, она будет тяготить. И, собственно, вот обилие задач, которое тоже вокруг вас будет складываться, оно будет раздражать. Но, как говорится, дорогу все-таки осилит идущий. И именно вот этот период даст вам шанс стать профессионалом высокого класса, потому что вы нацелены на то, чтобы вот все проекты, все свои задачи выполнять супер идеально. То есть перфекционизм здесь просто зашкаливает. Но все равно получается, что момента, вот когда вы будете довольны собой, своими проектами, результатом,
так и не наступит. И здесь есть еще один негативный момент. Ваша работа, ваша деятельность, ваши интересы, ваши проекты могут подвергаться какой-то критике, претензиям или даже каким-то проверкам. И, возможно, кому-то из вас придется даже воевать за свое авторство. Кого-то будут очень упорно критиковать окружающие, или на вас могут даже писать какие-то жалобы. И вот как результат вам придется пройти 7 кругов ада какой-то бюрократической системы, или, например, в сотрудничестве с проверяющими государственными там органами отстаивать свои права, свои личные границы. Но все это делает только вас сильнее и более профессиональнее, потому что именно в этот период очень активно проявляется ваш рациональный и прагматичный интеллект. То есть вы не боитесь взять на себя там лидерские позиции в разрешении каких-то сложных задач, в разрешении каких-то конфликтных ситуаций или даже там судебных ситуаций и так далее, да. И на работе тоже могут возникать разного рода конфликты, противоборства, там, например, тяжесть от исполнения своих обязательств, потому что вы сами по себе очень ответственный, трудолюбивый человек, который всегда готов прийти на помощь и взять на себя даже больше работы, чем того требуется, и, собственно, тащить на своих плечах вот всю эту рутину, все эти обязательства, которые никто другой по факту заниматься не хочет. И вот в какой-то степени вот это желание быть для всех хорошим, оно действительно затмевает ваше рациональное мышление. И как результат вы ставите себя в какую-то позицию даже спасателя, которая, как мы знаем, до добра не доведет. Потому что абсолютно все просто наглым образом, самым наглым образом начнут на вас ездить и навешивать на вас все больше и больше забот. Это касается и семьи, и коллег, и клиентов. И вот как результат возникает вот это напряжение, стресс, проблемы со здоровьем, потому что по отношению к вам требования с каждым разом все растут и растут, задачи все подкидываются и подкидываются, а, собственно, безотказная ломовая лошадь по факту-то не вывозит. Поэтому вот просто менять, например, место работы из-за какой-то там усталости, либо ощущения застоя, либо каких-то проблем, которые будут возникать в этот период, конечно же, не стоит. То есть смена декораций, она не решит вопрос. Сатурн этот никуда не денется, а с ним вот весь груз ответственности так и останется и будет наваливаться еще больше. И, соответственно, новый коллектив или должность могут обернуться еще большим разочарованием, чем кажется на первый взгляд. Так что в этот период лучше все-таки выбрать стратегию, что терпение и труд все перетрут. И как вариант, может быть, даже стоит попросить помощи у кого-то, либо нанять помощницу себе, чтобы не закопаться вот под ворохом этих дел. Также 6-й дом — это сфера болезней. И если все-таки есть какие-то слабые места в вашем организме, там спина, суставы, зубы, мышцы, они обязательно дадут о себе знать, особенно если у вас сидячий образ жизни. То есть вообще не ждите, пока проблемы проявятся как-то сами. Все-таки займитесь профилактикой заблаговременно, иначе Сатурн вас тоже может отправить прямиком к врачам, а там уже разговор будет коротким. И также Сатурн у вас управляет 5-м домом гороскопа, который отвечает у нас за детей. И эта сфера тоже у нас попадает в дом кризисов, каких-то конфликтов. И здесь есть вероятность почувствовать себя как бы героем романа Тургенева, потому что конфликты с детьми, они действительно могут напоминать вот отцов и детей во всей красе. То есть разные взгляды, недопонимания, обиды. Это все будет всплывать в этот период. И если вы сильно увлечетесь работой, дети могут почувствовать себя ненужными, отверженными. Для кого-то эта ситуация может быть еще сложнее, да, когда ваш ребенок попадает в какие-то неприятности, которые, опять же, потребуют вашего вмешательства. И это может быть даже связано и с какими-то юридическими вопросами. У кого-то это могут быть судебные разборки. И вот вам, собственно, как родителю, опять же, придется защищать свое чадо. А если вы планируете беременность, то, возможно, проблемы с репродуктивной функцией, с вынашиванием, с вашим желчным пузырем или сердцем. Но эти проблемы, опять же, возникают из-за стресса, которому вы себя будете подвергать. У кого-то это может проиграться даже как усыновление ребенка. И сам 5-й дом — это у нас вот про увлечения, мероприятия, развлекательные
соревновательного характера. И тут тоже можно сделать вывод, что времени на все эти мероприятия у вас однозначно не будет хватать, потому что вот вы просто с головой уходите в свою работу, в решение каких-то бытовых насущных вопросов, и вместо свиданий, веселого времяпровождения, каких-то шумных вечеринок вы, скорее всего, будете посещать, точнее, предпочтете посещение мероприятий, которые связаны либо с работой, либо с саморазвитием. То же самое касается и образования. То есть учеба в этот период должна быть максимально прикладной. То есть получил знания, сразу применил их. Если вы сомневаетесь, пригодится ли вам какой-то обучающий курс, пригодятся ли эти знания или нет, то лучше даже не начинать. У кого-то из вас могут наблюдаться трудности, например, при сдаче экзаменов или при поступлении в вуз. Однако через качественное и скрупулезное усвоение материала, отработанное на практике, вы действительно можете создать даже какую-то свою авторскую методику, либо свой авторский проект, который принесет пользу другим в том числе. К тому же аспект на 8-й дом подтверждает, что вы можете проводить какие-то исследования, эту исследовательскую работу, копать вглубь материала, искать новые методы, делать какие-то прям супер классные разработки, и вы можете почувствовать себя даже настоящим первооткрывателем. Возможно, вы раскроете что-то забытое, либо создадите какую-то новую уникальную формулу, подход, концепцию и так далее. И вот тут в игру еще параллельно вступает как раз-таки 3-й дом гороскопа, на который Сатурн тоже дает свой аспект, и вот это ваша возможность делиться своими открытиями через блоги, социальные сети, устраивать какие-то мастер-классы, семинары и так далее. И продвижение, конечно же, в соцсетях может идти не так быстро, как вам хотелось, да, но зато аудитория, которая к вам будет приходить, она будет искренне заинтересована именно вами, вашими материалами, вашими разработками. И в целом к вам могут дополнительно приходить какие-то ресурсы извне. Это могут быть инвестиции, либо помощь партнеров, клиентов, какие-то неожиданные компенсации, например, страховые выплаты, наследство и так далее. Однако Сатурн не позволит вам это все получать скажем, легко, быстро и в том объеме, в котором вы хотите. То есть эти ресурсы могут приходить либо как-то позже, чем вы рассчитывали, либо их окажется чуть-чуть меньше, чем вам хотелось бы. Но и это еще не все. Сатурн своим аспектом затрагивает 12-й дом гороскопа, намекая нам на возможные поездки, причем это могут быть зарубежные поездки. Я не могу сказать, что здесь речь прям идет о полноценной эмиграции, хотя у кого-то это действительно может сработать, особенно если ваш личный гороскоп это подтверждает. Но я думаю, что именно в 2025 году речь все-таки идет больше о командировках, отпусках, каких-то ретритах. Это могут быть образовательные путешествия. И также при таком положении могут возникать разного рода, в том числе юридические споры и разбирательства по поводу недвижимости либо иного имущества. И они могут быть как и внутри семьи, например, как споры за наследство, так и какие-то внешние с государственными органами, например, изъятие недвижимости вследствие каких-то долгов, неоплаченных кредитах и так далее. Хотя не исключено, что кто-то может даже сам брать кредит на покупку недвижимости, либо на покупку автомобиля, оформлять это как-то в лизинг и так далее. И также Сатурн, как управитель 4-го дома в 6-м, конечно же, может давать проблемы в здоровье матери, либо какие-то иные трудности в ее жизни. Это может быть как вариант переезд матери куда-то, в другую недвижимость, в другую страну, либо у кого-то из вас наступят сложные времена в общении с матерью, напряженность в отношениях, потому что у матери, например, может быть достаточно критичный и перфекционистский взгляд на какие-то вещи, что тоже негативным образом может влиять и на вашу самооценку, и на ваше восприятие себя, каких-то своих достижений, своих действий и так далее. И, возможно, вы даже намеренно оградите это общение, чтобы защитить себя, свою самооценку и свой образ жизни, например. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям.
Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. Далее, давайте поговорим с вами теперь про планету Юпитер. Эта планета у нас удачи, роста, расширения нашего благосостояния. И до 14 мая 2025 года Юпитер находится в 8-м доме вашего гороскопа. Я думаю, что вы уже заметили, опять же, что времени на общение с вашими друзьями, братьями, сестрами стало ощутимо меньше. Почему? Потому что работа и какие-то иные интересы занимают большую часть вашего времени и внимания. И вы все-таки отдаете приоритет тому, чтобы как-то более качественно погружаться в какие-то там исследования, находить новые темы для изучения. Изучать, возможно, астрологию, психологию, философию, историю, либо какие-то иные тайны нашего мироздания. И это хороший период, чтобы, собственно, набираться опыта, наблюдений, причем как за ситуацией в мире, так и за людьми, анализировать их поведение, исследовать какие-то направления, в том числе в своей профессиональной деятельности, либо в хобби, которым вы занимаетесь. И потом, с апреля 2025 года, когда подключится Сатурн, все свои эти наработки вы будете приводить в конкретный и структурированный вид, чтобы была возможность понятным языком поделиться со своей аудиторией либо с окружающими. И, как вы помните, мы также говорили про различного рода проверки, неприятности, которые могут происходить в вашей жизни. И, собственно, наиболее опасный период для этих действий это с апреля по май 2025 года включительно. И тут также могут активизироваться ваши недоброжелатели, которые могут плести интриги, пытаться как-то опорочить вашу репутацию. Поэтому конфликтов и репутационных потерь может и не избежите. К тому же в этот период и Марс в падении подключится, и, собственно, неприятности могут нагрянуть в вашу жизнь. Но, опять же, не горячитесь и качественно продумывайте тактику своих действий по борьбе с этими товарищами, либо с проверяющими органами. Именно тактику действий, напоминаем. Но кстати, вся эта борьба действительно может произойти за счет того, что в своих действиях и каких-то словах, либо решениях вы можете оступиться, совершить какие-то ошибки, которые могут казаться мелкими на первый взгляд, но способны вырасти в серьезные проблемы. И это может произойти из-за лишней откровенности. Например, если вы случайно раскроете какие-то чужие тайны, либо какую-то секретную информацию. И, собственно, те, кто вами восхищался, кто восхищался вашими талантами, кто вам аплодировал, они начнут бросать камни в ваш огород. То есть по сути может присутствовать такой эффект немножко противостояния, то есть когда либо вы продавливаете кого-то, либо продавливают вас. Но, возможно, эта ситуация даже будет с кем-то из ваших близких, знакомых, либо из ваших друзей. И этот период буквально создает идеальные условия, опять же, для генеральной уборки, причем везде. И в быту, и в списке своих контактов. И тут важно помнить, если вас откровенно обижают, не стоит молчать, сглатывать эту обиду в надежде сохранить то, что уже трещит по швам. То есть наоборот, нужно проявить твердость и, я считаю, дать такой нормальный отпор. Для тех, кто помогает другим, например, будь то астрологи, психологи, какие-то консультанты, это время может стать особенно хорошим для вас. То есть все напряжение и негатив, по сути, вы можете преобразовать в свою работу. И тогда вы будете сражаться не со своими проблемами, а решать проблемы своих клиентов, которым, собственно, понадобится помощь в этот момент. И давайте еще перейдем к более приятным вещам, потому что 8-й дом — это у нас все-таки чужие деньги, а Юпитер как планета изобилия, планета больших денег, и вместе они открывают, по сути, перед вами финансовые возможности. И, как мы говорили, деньги могут приходить либо от клиентов, либо вы можете привлекать какие-то инвестиции в свой бизнес, либо ваш супруг, третьи лица каким-то образом могут оказывать вам поддержку, либо вы можете взять кредит, например, на развитие своего проекта, и таким образом у вас больше денег станет. Не исключено, что кто-то из вас сам заинтересуется инвестициями, вложениями в ценные бумаги, например, депозитами.
Возможно, кто-то вам вернет долг, о котором вы уже давно забыли думать. Или вы можете получить наследство, страховые выплаты, алименты, либо какие-то иные судебные компенсации в этот период. И Юпитер также указывает нам дополнительно, что вам надо заняться своим здоровьем, да, повторяться мы уже сильно не будем. И, конечно же, такое положение Юпитера вам также обещает разного рода поездки, причем как в дальние страны, так и на более короткие расстояния они могут быть. Может кто-то внезапно из вас решит сменить место своего жительства, либо займется вопросами недвижимости, ремонтом, например, обустройством дома и так далее. Затем с 14 мая по 18 октября 2025 года и с 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер перейдет в 9-й дом вашего гороскопа. И это, безусловно, дом знания, обучения, расширения своего кругозора. К тому же Юпитер все-таки будет аспектировать дополнительно 5-й дом гороскопа, открывая, собственно, зеленый свет на прохождение каких-то новых курсов, на прохождение каких-то образовательных программ, либо даже на поступление там, в высшие учебные заведения и так далее. И мы говорили, что вот, параллельно могут присутствовать трудности вот, в освоении этих знаний или в процессе сдачи экзаменов. Но Юпитер, он все-таки будет поддерживать вас. Поэтому, да, конечно же, придется приложить усилия, но по итогу результаты будут благоприятными. И также Юпитер указывает, что в вашей жизни могут появиться какие-то новые учителя, наставники, либо вы сами станете этим учителем, запустите какие-то свои образовательные проекты в мир, будете передавать, например, свой опыт там, новым сотрудникам, помощникам каким-то, либо другим лицам. Опять же, ваши братья и сестры, друзья или ваши одноклассники могут оказывать на вас сильное влияние, на ваше мировоззрение, например, и они в том числе могут стать для вас важными учителями, к которым вы можете обращаться за советом либо за помощью. У кого-то вот в жизни ваших братьев или сестер могут произойти какие-то вот важные события. И преимущественно по теме личной жизни. То есть либо кто-то женится, либо кто-то разведется, либо у вас могут родиться, например, младшие братья и сестры, причем даже двоюродные, если это для вас актуально. А если нет, то Юпитер может подтолкнуть вас к сотрудничеству там, со своими соседями, друзьями детства, другими близкими людьми, опять же, с братьями и сестрами, и часто вот новые возможности, они действительно приходят оттуда, откуда совсем не ждешь. И в этот период вы также можете активно общаться с какими-то авторитетными людьми, выдающимися лицами, представителями государственной власти, начальством, на работе, либо со своими учителями в рамках какого-то обучения. И вот здесь вот, по сути, имеется возможность сформировать теплую, дружескую связь с этими людьми, потому что вы не боитесь вступать с ними в коммуникацию, задавать там разного рода вопросы, например, интересоваться их мнением и так далее. Но все-таки управитель третьего — это также про конкурентоспособность. И, соответственно, со своими учителями, начальниками на работе, какими-то иными авторитетами у вас вот может возникать такая умственная борьба, либо какие-то даже конфликты, то есть борьба, скажем так, теории и практики. И Юпитер — это также планета закона и порядка, а 9-й дом у нас часто связан с какими-то юридическими моментами. Это может быть оформление документов для переезда, оформление визы для путешествия, легализация себя в какой-то другой стране. Кто-то из вас, возможно, будет регистрировать там какой-то новый бизнес, новый проект, продумывать какие-то новые юридические схемы для вот введения своего бизнеса, для осуществления своих проектов, переделывать какие-то документы под изменения в законодательстве, решать какие-то иные вопросы, которые требуют дипломатии и стратегического подхода. И вот в целом можно даже сказать, что вы свои вопросы тоже можете решать с помощью разных экспертов, либо начальства, либо обращаться на консультации там, к юристам, советникам, либо иным консультантам по волнующим вас вопросам. Но можно сказать, что и на этом сюрпризы Юпитера не заканчиваются. Все-таки аспект к 3-му дому подливает огонь, опять же, вашу активность. То есть работа с блогами, продвижение в медиапространстве, в социальных сетях, много общения тоже выходит на первый план в этот период.
Но обязательно фильтруйте все, что вы как бы говорите. То есть вот материал от вас должен исходить преимущественно качественный, по существу. И вы можете создавать какие-то даже свои там мастер-классы, семинары, тренинги, клубы по интересам, либо какие-то приложения и иные мероприятия, вот где вы собираете группу единомышленников. Кто-то из вас может даже более активно погружаться вот в развитие своего хобби, в развитие своих интересов, посещать тренинги, оттачивать свое мастерство, приобретая вот эти новые навыки. И такое положение, оно однозначно дает много путешествий, причем это могут быть как заграничные путешествия, так и какие-то краткосрочные поездки, там поездки в командировки, в соседние города и так далее. И вы также можете заключать контракты или просто знакомиться вот с иностранными людьми, либо у вас в консультационной деятельности будут иностранцы, например. И вот благодаря этим поездкам вы опять же получаете новый практичный опыт, учитесь смотреть на ситуации с разных сторон, перенимая опыт в том числе граждан других стран. Ну и кроме того, Юпитер у нас аспектирует также первый дом гороскопа и напоминает, что все-таки пора заняться собой, пора проработать более основательно свой личный бренд, свою экспертность. То есть вам важно понять и осознать тот уровень экспертности и те смыслы, которые вы транслируете. То есть вам надо понять, что же вы из себя представляете и как вам дальше необходимо себя вести, вот транслировать свои мысли в массы. Это хороший период, чтобы разобраться вот и в своих принципах, и в своих взглядах на жизнь, и, скажем так, слепить лучшую версию себя. И давайте еще мы с вами обсудим такой вот маленький период, когда Юпитер перейдет в знак зодиака Рак. Это произойдет с 18 октября по 5 декабря 2025 года. И здесь Юпитер будет находиться в 10-м доме вашего гороскопа. Это очень сильное положение для Юпитера, и он поднимает тему масштаба, авторитета, работы, карьеры, вашего социального статуса. И кто-то из вас будет выводить свое хобби в масштаб, да, активно продвигая его в массы, зарабатывать репутацию. Кто-то может неожиданно получить руководящую должность. В любом случае, это на самом деле прекрасный период, чтобы как-то блеснуть и расширить свое влияние, открыть для себя какие-то новые горизонты, получить новые обязательства, например, на работе, реализовать какие-то свои цели. То есть ваше влияние на окружающих в этот период, оно начинает расти. И люди начнут видеть вас, не только специалиста, но и лидера, который умеет вести за собой. Надо признать, что вот работы в этот период будет действительно очень много, и даже больше, чем вы рассчитываете. Но в этот период все-таки показатели вашего трудоголизма будут просто бить все рекорды. Не исключено, что опять же вашим конкурентам или коллегам ваш успех просто будет стоять поперек горла. И они вот действительно постараются вот каким-то образом перейти вам дорогу, повлиять и испортить ваш статус, вашу репутацию, но не обращайте внимания. Сейчас вот в этот период это ваш звездный час. Причем Юпитер, он также аспектирует и 2-й дом гороскопа, а значит за ваш трудоголизм все-таки полагается хорошая финансовая компенсация. Причем деньги эти могут приходить действительно из разных источников. Кому-то вернут долг, кто-то что-то выгодно продаст, у кого-то это могут быть доходы непосредственно от вашей деятельности, у кого-то это могут быть доходы от инвестиций и так далее. То есть рост финансов так или иначе обеспечен. И также Юпитер аспектирует 4-й дом гороскопа. И будут подниматься вопросы и по теме движимого и недвижимого имущества. Кто-то будет покупать, кто-то будет вот это все продавать, кто-то может поехать в командировку, либо в какую-то другую поездку в этот период, кто-то может поменять, например, офис, место своего пребывания и так далее. То есть какие-то вопросы с движимым, недвижимым имуществом могут всплыть. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь?
Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать, куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. Далее, давайте поговорим с вами теперь о положении Раху и Кету. Это наши с вами кармические точки, которые тоже оказывают сильное влияние на событийный ряд в нашей жизни. И получается, что до 29 мая 2025 года Раху находится у вас в 6-м доме гороскопа, Кету находится в 12-м доме гороскопа. Я всегда начинаю разбор именно с обсуждения Кету, потому что это та сфера, в которой вам надо навести порядок, прежде чем идти в развитие и реализацию своей кармической задачи по Раху. Так вот, главная задача, которую вам необходимо решить в первом полугодии 2025 года, это все-таки навести порядок в своем распорядке дня, потому что у вас имеется такая тенденция, что вы можете злоупотреблять своим сном, своим отдыхом, какой-то заботой о себе, которая вот по итогу будет приводить вас и к выгоранию, потому что все-таки Раху находится в 6-м доме, и вы как бы с головой уходите просто в работу и даже не чувствуете меры. И вы можете взвалить в этот период на себя целый мешок обязательств, причем как рабочих, так и каких-то бытовых, либо просто 24/7 решать вот разного рода вопросы, откладывая поистине важные дела на потом. Но в таком режиме, надо признаться, реально сложно продержаться долго, то есть наступает выгорание. Поэтому по Кету вам как бы важно научиться не расплескивать и не сливать свою энергию просто зазря, а правильно организовывать свой день и все свои рабочие дела. И кто-то по итогам вот этого перегруза начнет даже усиленно заниматься какими-то духовными практиками, медитациями, изучать свой внутренний мир. Кому-то будет интересно там ясновидение, яснознание, кто-то будет изучать психологию, какие-то новые методики расслабления, гармонизации себя, своего ума. Также ваш круг общения может тоже поддаться какой-то чистке, и лишних людей, которые вот в том числе воруют ваше время, да, либо вешают на вас вот разного рода задачи, вы можете вычеркнуть из своей жизни. Такое положение подтверждает, что в вашей жизни могут происходить разного рода какие-то поездки, но про поездки, собственно, мы уже достаточно много поговорили в этом видео, поэтому повторяться не будем. И также по Кету в 12-м доме благоприятно заниматься благотворительностью, либо какими-то исследованиями, развитием новых идей в той сфере деятельности, которой вы занимаетесь. И вполне возможно, что вы можете даже привлечь в свою работу какой-то международный опыт, либо опыт коллег, опыт иностранцев. Вы можете также перевести свою работу полноценно в онлайн формат. И также Раху в 6-м доме может создавать вам какие-то вот ситуации конфликтов, судов, выяснения отношений, вражды с кем-то. Могут быть там конфликты на работе с коллегами, когда у вас появляются даже какие-то тайные враги, которые, естественно, захотят каким-то образом вас там подставить, втянуть в не очень благоприятные ситуации без вашего желания. И также вам необходимо уделять внимание, опять же, своему здоровью, потому что все-таки медикаментозного лечения и обращения за медицинской помощью, к сожалению, в этот период не избежать. Но каждый будет решать свои вопросики. И также Раху у вас аспектирует 10-й дом гороскопа и подтверждает нам, что все ваши труды, все ваши старания однозначно не пройдут зря. Вам очень все-таки важно, вы стремитесь к тому, чтобы получить общественное признание, статус, авторитет, как-то себя зарекомендовать, получить новую должность. То есть амбиции у вас в этом плане есть. Хотя этот аспект и подтверждает нам, что вы вполне можете даже изменить свой статус, и он будет не только профессиональным, а в том числе может касаться и вашей личной жизни. То есть, например, опять же, вот были женаты, развелись, либо наоборот были
холосты заключили брак, кто-то может оформлять документы, опять же, на получение статуса в новом государстве, получать ВНЖ, гражданство и так далее. И также Раху аспектирует у нас второй дом гороскопа. И мы с вами тоже уже говорили, что вам надо научиться правильно распоряжаться своим временем, своей энергией, своими ресурсами. Вы можете быть вовлечены даже в какие-то вот семейные вопросы, где вам придется активно принимать участие, помогать, например, своим родителям, родственникам справляться с какой-то ситуацией. И, конечно же, второй дом — это дом денег, и вам однозначно будет хотеться зарабатывать все больше и больше, поэтому вы действительно можете искать какие-то даже новые источники дохода для себя, либо искать способы увеличения своих сбережений. А затем с 29 мая 2025 года по 25 ноября 2026 года Раху уже будет находиться в 5-м доме вашего гороскопа, а Кету в 11-м доме гороскопа. И здесь опять же повторяется ситуация, что с кем-то из своих вот друзей, братьев, сестер вы будете меньше общаться, либо это общение будет носить какой-то даже дистанционный характер. Кто-то из них может вести себя очень эгоистично, пафосно, и поэтому вы решите, например, расставить все точки над «и» сократить вот это общение друг с другом. И это касается в том числе и друзей, но на место старых друзей всегда приходят новые, и для вас этот период, когда действительно надо подумать, кто из друзей и какую орбиту по отношению к вам занимает, кому вы можете доверять больше, кого надо отодвинуть немножко на другой уровень. По 11 дому у нас также идут высокопоставленные люди, инвесторы, начальство на работе, и это может быть как ваш начальник на работе, так и представитель власти, где вы оформляете документы на получение, допустим, какого-то статуса. И тут опять же важно не вступать с ними в конфликты, заблаговременно думать, что вы и кому будете говорить. Но, возможно, кто-то с ними поругается, или вот вы по иным причинам можете расстаться, например, со своим начальником, если у вас были хорошие отношения, если вы расстанетесь с представителями госвласти, это вообще прекрасно, мне кажется, тогда вопрос окончательно решен. Но кто-то может занять даже должность своего начальника, либо вы перейдете на другое место работы и перестанете общаться с единомышленниками, с коллективом и так далее. Также у вас могут поменяться источники вашего дохода, то есть с одной стороны у вас даже могут быть какие-то скрытые доходы, с другой стороны не исключено, что придется платить за это штрафы, и либо могут присутствовать вот какие-то иные важные платежи в вашей жизни, например, за обслуживание чего-то, либо за выплату кредита, если вы его возьмете и так далее. То есть какие-то вынужденные платежи будут, поэтому деньги у вас не задерживаются. И в целом вам надо навести порядок в своей работе, в своей предпринимательской деятельности, если она у вас есть, вы ее осуществляете. То есть навести порядок финансов, почистить круг своих знакомых, общения при необходимости. И как вариант вы также можете заниматься благотворительностью, вкладывать свои деньги в развитие какого-то проекта, инвестировать То есть такое дополнительные траты, дополнительное инвестирование. Но при этом очень важно планировать наперед, сколько и из каких источников вы собираетесь получать денег, сколько вам по факту надо на какие-то ваши планируемые расходы, чтобы по итогу не уйти в минус. А транзит Раху по 5-му дому, как мы и говорили уже в этом видео, обещает вам, конечно же, прохождение какого-то обучения, очередного обучения. Причем это может быть как обучение в рамках повышения квалификации, либо изучения какой-то тематики и серии хобби, которая вас давно манит и интересует. И вообще разного рода обучения, опять же, в вашей жизни будет очень много. То есть вы у нас такой вечный ученик получается. И даже в процессе какого-то обучения вы можете использовать какие-то новые либо платформы, либо иные методики и инновации, которые будут помогать вам усваивать материал. Либо, если вы проводите обучение сами, предоставлять этот материал другим людям.
И также пятый дом — это дом влюбленности, романов. То есть вот здесь у вас уже появляется как бы сильное желание ходить на свидания, принимать участие в разного рода каких-то увеселительных мероприятиях. В вашей жизни могут присутствовать какие-то однозначно новые знакомства, в том числе и с иностранцами. Но тут опять же важно не уходить с головой в эти отношения, не одевать на себя розовые очки, визуализируя то, чего на самом деле в реальности не существует. Собирайте всеобщие взгляды, производите впечатление, наслаждайтесь вот этим моментом, но сильно не очаровывайтесь, чтобы не впасть в иллюзию обмана. И в этот период вы можете больше времени посвящать своим вот хобби, увлечениям, посещению разного рода мероприятий, концертов, выставок, театров, иного рода мероприятий, то есть, например, там каких-то, как мы сказали, мастер-классов, тренингов, конференций, которые будут развивать ваши и художественные, и литературные, и профессиональные таланты, либо какие-то даже могут развивать ваши дизайнерские способности и так далее. И для реализации своих творческих и литературных талантов вы также можете использовать какие-то вот инновации, какие-то платформы, искусственный интеллект и так далее. И, конечно, пятый дом — это у нас сфера детей, поэтому если у вас уже есть дети, вы можете больше как-то вовлекаться в их воспитание, больше проводить времени с ними, посещать какие-то развлекательные мероприятия, помогать им развивать какие-то свои таланты, водить на кружки. Этих кружков тоже может быть очень много, отправлять даже своих детей на какие-то соревнования. Но если у вас своих детей нет, то однозначно вот в этот период у вас появится уже сильное желание их иметь, и кто-то достаточно основательно может подойти к планированию своей беременности, да, а у кого-то беременность, опять же, может произойти абсолютно случайно вследствие, например, бурного романа, а у кого-то даже может быть такой вариант, что партнер, который появится в вашей жизни в этот период времени, уже будет с ребенком, и вам придется налаживать отношения с ним. Но, как мы все-таки говорили по Сатурну, не все может быть гладко в процессе вот либо вынашивания ребенка, либо кому-то забеременеть из вас будет достаточно сложно, поэтому понадобится даже медицинская помощь. И, конечно, Раху у нас аспектирует 9-й дом гороскопа и указывает, что вы можете вовлекаться дополнительно вот в какие-то вопросы со своим отцом, либо со своим начальником, да, и, возможно, вам придется как-то налаживать либо новые отношения с начальником, там, если вы перейдете на другое место работы, либо вовлекаться каким-то образом, вы будете вопросы легализации там, в новой стране, решаете вопросы, связанные с законодательной властью. Но это хорошее время, чтобы передавать свои знания другим людям, создавать какие-то обучающие материалы, продукты, передавать свой опыт, коммуницировать, опять же, с иностранцами, больше путешествовать и каким-то иным образом, опять же, взаимодействовать с заграничными вопросами. Ну и дополнительно Раху аспектирует 1-й дом гороскопа, а значит, очень актуальным становится вопрос вашего имиджа, личного бренда, собственного позиционирования. И, возможно, даже кто-то из вас захочет поменять свой стиль. Может быть, это даже будет кардинальная смена стиля, там, поменять прическу, покраситься в другой цвет волосы, обновить гардероб, в целом поработать над тем, как вас вообще воспринимают в обществе, как вас воспринимают и на работе, и так далее. То есть создать вот идеальную картинку себя в том числе. И давайте мы с вами перейдем уже к рассмотрению ретроградности планет. Это у нас такие с вами специальные периоды, когда планета немножко замедляет выполнение своих функций, обещаний, чтобы заставить нас оглянуться назад, пересмотреть пройденный опыт и исправить ошибки при необходимости, да, и как бы навести вот в этих вопросах какой-то порядок все-таки. И на слайде вы сейчас вот видите периоды ретроградности и Сатурна, и Юпитера. Пометьте себе эти даты, потому что в эти даты они будут тормозить все процессы, опять же, вот по тем темам, по тем событиям, которые мы с вами обсуждали в этом видео, когда делали прогноз по этим планетам. Но ретроградный Сатурн, он заставляет нас переоценить вот взложенные на свои плечи обязательства, переоценить структуру, стратегию. То есть он заставляет как бы и посмотреть своим страхом в лицо, сделать то, что давно боялись сделать, да. Но опять же мы помним, что именно там ждет нас рост
и надо вырабатывать новую стратегию по достижению своих целей. Но при этом быть терпеливыми, выносливыми и правильно давать оценку своим ресурсам и времени. А вот ретроградный Юпитер — это немного другая энергия. То есть Юпитер заставляет нас пересмотреть свои цели, убеждения, принципы, ценности. То есть он как дедушка-философ, да, который задает вопросы: а какая вот в этом стоит цель, зачем ты вот это делаешь, куда ты по итогу хочешь прийти вот этими методами, да, чем ты руководствуешься. Также на слайде вы видите период ретроградности Марса, то есть мы его проживаем с вами как раз-таки сейчас. Это время, когда тоже стоит немножко замедлиться, задуматься о том, как вы тратите свою энергию, куда вы ее тратите. Марс у нас отвечает за действие, инициативу, борьбу, конкуренцию. И вот, собственно, в ретроградные периоды его огонь гаснет. И тут все-таки важно пересмотреть именно тактику своих действий по достижению каких-то целей и решить для себя, почему мы это делаем, почему мы делаем это именно таким образом. Также вы видите период ретроградности Венеры. Венера — планета любви, красоты, творчества, нашего материального благополучия. И это время переоценки и исправления ошибок во взаимодействии с другими людьми. И вы для себя должны решить, какими вы видите свои идеальные отношения. И это тот самый знаменитый период возвращения всех бывших. У кого-то из вас могут даже возникнуть старые чувства. Но опять же, вам надо для себя решить, а нужны ли вам эти отношения и вообще эти контакты, которые будут всплывать в вашей жизни или нет. Этот период не самый удачный для построения отношений, потому что они закончатся так же быстро, как и начались. Но зато это прекрасный период для того, чтобы разобраться в себе и поработать над уже существующими отношениями и не дать их разрушить. И также вы видите на слайде, когда Меркурий у нас будет ретроградным, то есть это самый известный герой нашей ретроградности, и его ретроградность наступает, как правило, 3 раза в год. Меркурий, мы с вами помним, отвечает у нас за коммуникацию, информацию, какие-то технологии, договоренности. И, соответственно, когда он становится у нас ретроградным, появляются везде сбои. Письма теряются, техника выходит из строя, все друг друга неправильно понимают, планы рушатся. И ретроградный Меркурий заставляет все перепроверять по 10 раз, перепроверять все договоренности, уточнять, правильно ли друг друга услышали, перепроверять все документы, которые вы подписываете, и как вы вообще доносите свои мысли и идеи. И начинать новые проекты, подписывать договора о сотрудничестве, устраиваться на работу, куда-то путешествовать в это время не рекомендуется, потому что однозначно будут сбои и откаты в начальную точку. Но эту информацию мы с вами тоже более детально, конечно же, будем рассматривать видео с астропрогнозами на месяц, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потерять полезную астрологическую информацию. А мы с вами идем далее и переходим к теме затмений. Я думаю, что на просторах интернета вы тоже уже не раз слышали, как астрологи страшат этими коридорами затмений, но на самом деле бояться их абсолютно не стоит. В 2025 году нас с вами ждет 2 коридора затмений. Одно из них весеннее, второе осеннее. Коридор затмений длится у нас ровненько 2 недели, и это своего рода проверка и экзамен, в каком направлении вы двигаетесь и насколько качественно вы выполняете те задачи и проходите тот путь героя, который уже перед вами стоит и который мы ранее рассмотрели в этом видео. Да, то есть если вы немножко подзабыли, еще раз посмотрите трактовки по Сатурну, Юпитеру, Раху и Кету, и, собственно, коридор затмений, он устраивает проверку и будет направлять вас на путь истинный какими-то внешними обстоятельствами. Но смотрите, в этом году, получается, весенний коридор затмений открывает у нас лунное затмение 14 марта, а в знаке Льва закрывает коридор солнечное затмение 29 марта в знаке Рыб, а осенний коридор у нас открывает лунное затмение 7 сентября и заканчивает его солнечное затмение 21 сентября. И обязательно пометьте себе эти даты, потому что я все-таки рекомендую ничего тоже не планировать важного
да, ничего не покупать важного, куда-то не ездить, не договариваться о каких-то серьезных событиях. Причем возьмите дополнительно даже диапазон 3 дня до, 3 дня после и держите руку на пульсе. Не поддавайтесь на эмоции и провокации других людей и вот жизненных обстоятельств. Теперь мы с вами переходим к разбору ключевых сфер жизни. Это личная жизнь, здоровье, карьера, статус, деньги. И мы с вами посмотрим, в какие даты есть тенденции взлета и благополучия, а в какие даты стоит быть более аккуратными. Но обращаю ваше внимание, что это все-таки общие тенденции, и у каждого из вас будет складываться своя ситуация. И кому-то ваш личный гороскоп может ослабить влияние этих периодов, а кому-то наоборот подтвердит, что прям это событие неизбежно. Итак, личная жизнь. Вы видите два блока. Один из них процветание. Это такие благоприятные периоды, когда в отношениях все идет гладко. Можно получить какие-то радости и плюшки от своего партнера. Для тех, кто находится в поиске второй половинки, в такие периоды возможны новые знакомства, которые вполне перерастут в какие-то серьезные отношения. Возможно, в этот период кто-то решит даже сделать предложение и узаконить свой союз. Это у нас периоды романтики, наслаждений, либо какие-то иные важные события по теме личной жизни могут происходить в этот период. И во втором блоке вы видите даты, когда может произойти, например, разлука с партнером, когда вы или ваш партнер можете отправиться в какую-то поездку, либо в жизни партнера в этот период может происходить какая-то неприятная стрессовая ситуация, и вам важно все-таки проявить заботу и поддержать своего близкого человека, если вы, конечно же, хотите сохранить эти отношения, потому что внешними факторами будут создаваться конфликты, какие-то провокации и так далее. Далее мы с вами переходим к теме здоровья. То есть вы опять же видите периоды, когда необходимо, например, пройти обследование, проверить свой организм на прочность. Этот период также может указывать и на снижение активности в нашей повседневной бытовой жизни, усталость, да, когда все-таки благоприятно сосредоточиться на себе, на своем самочувствии и немножко изолировать себя от окружающих. Далее, лечение. Здесь указаны вероятные даты, когда кто-то из вас может обратиться за медицинской помощью, проходить курс лечения, либо кто-то для профилактики может пить витамины и так далее. И есть еще один потенциально сложный период. В этот период могут происходить любые стрессовые ситуации, причем просто от ухудшения вашего морального состояния до каких-то неожиданных травматизаций тела, может быть повышенная эмоциональность в этот период, и особенно важно здесь быть аккуратными. Далее. Давайте перейдем к теме карьеры и статуса. То есть на самом деле здесь речь у нас идет не только о какой-то профессиональной деятельности, но и о социально значимых показателях жизни. Это может быть и оформление важных документов, получение вида на жительство, гражданства, брака, развода. Это могут быть любые другие достижения, которые влияют на ваш статус в обществе. И, соответственно, на слайде тоже у нас отмечено наиболее благоприятное время для роста и процветания в этих сферах. Если хотите повышения, просите в этот период времени свое повышение. Да? Кто-то может устроиться на новую работу, запустить там бизнес, какой-то новый проект, оформлять важные документы, где-то себя регистрировать и так далее. И, соответственно, второй раздел — это такие более напряженные периоды, когда внешние обстоятельства, люди вокруг вас могут как-то злиться, мешать вашим планам осуществляться, вставлять палки в колеса, и могут происходить своего рода разные неожиданности, задержки в оформлении документов, конфликты на работе, либо в других структурах, увольнение, проверки, развод, либо иные кризисные ситуации, которые ставят под угрозу ваш статус и репутацию. И теперь переходим к еще одному важному слайду, это тема финансов, потому что деньги в нашем гороскопе,
они не всегда напрямую связаны с занимаемой должностью, и их движение подчиняется своим закономерностям, и, соответственно, на слайде вы видите даты, которые указывают на периоды и финансового роста, и процветания, то есть это те моменты, когда у вас может появиться какой-то дополнительный доход, причем абсолютно из разных источников. Например, кто-то что-то выгодно продаст, кому-то выпишут премию на работе, кому-то повысят зарплату, кто-то, например, получит там выплаты по своим инвестициям, кому-то помогут третьи лица, да, кто-то найдет новый источник для подработки и так далее. А вот в разделе потери и траты вы видите даты, когда все-таки надо быть очень аккуратным к своим деньгам и к своим сбережениям. И если вы действительно планируете какие-то покупки, вложения денег куда-то в эти даты, это абсолютно нормально. То есть таким образом вы тратите самостоятельно. Но если вы покупать чего-то не планируете, то это будут спонтанные и, возможно, даже не очень приятные траты, когда за что-то вынужденно придется заплатить, либо вы каким-то иным образом недополучите свои финансы. Друзья, таким у нас с вами получился прогноз для весов на 2025 год. Обязательно приходите ко мне на обучение в школу астрологии Орион, потому что лучше, чем вы сами, ваш гороскоп никто никогда не разберет. И, конечно, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!